История разворачивается в одном из популярных российских ток-шоу. В студии собрались ведущие, политологи и эксперты, обсуждавшие актуальные события в стране. Внезапно внимание всей аудитории привлек молодой журналист, известный своими острыми и порой провокационными замечаниями. Его зовут Илья, и он не раз привлекал внимание за счет своих резких высказываний в отношении власти. На этот раз Илья решил обратить внимание на одно из самых обсуждаемых событий в политической жизни – недавнюю встречу Владимира Путина с мировыми лидерами. На фотографии, сделанной во время переговоров, был запечатлен момент, когда президент Российской Федерации находился в деловой обстановке, но его образ привлек внимание одного журналиста. В руках Путина, как обычно, был заметен крестик на цепочке. Илья, стоя у микрофона, с усмешкой произнес: «Вот он, символ бесконечной власти крестик, который, как мы видим, не только в духовной жизни, но и в политике может сыграть свою роль». Правда, интересно, что этот крестик, вероятно, был более значим в его карьере, чем какие-либо другие символы. Зал сдержанно рассмеялся. Но эти слова были лишь началом. Журналист продолжил: «Интересно, а крестик стал таким же символом, как, например, корона для монархов? Ведь если глубже подумать, можно даже предположить, что крестик – это такая неофициальная эмблема, символ власти, не отягощенный какими-то ограничениями. Ну а когда другие лидеры носят крылатые гербы, тут-то и появляется главный символ – маленький крестик, почти незаметный, но имеющий столько значения». Многие в студии нервно засмеялись, а некоторые даже начали обмениваться взглядами. Подобные замечания в сторону главы государства – вещь непривычная, и публика уже начала ощущать напряжение. Однако никому и в голову не приходило, что Владимир Путин ответит на это. И вот, в этот самый момент в студию неожиданно вошел пресс-секретарь Кремля, который был приглашен для обсуждения политической ситуации. Прекрасно зная об обострении темы, он не стал долго молчать. Вместо привычных слов о сплочении нации и стабильности он произнес удивительные слова. Владимир Владимирович давно осознал, что для него крестик не просто предмет религиозной принадлежности. Это то, что ему помогает оставаться сильным в своем выборе. Каждый, кто осмеливается высмеивать такие вещи, может не понять, насколько сильны могут быть внутренние убеждения, которые не всегда видны всем. Но крестик, как символ, тоже несет свой груз ответственности. В чем-то он напоминает об ответственности перед народом. Ответ пресс-секретаря буквально шокировал всю студию. Все ожидали стандартных политических фраз, но он дал понять, что не все так однозначно, как кажется. Илья почувствовал, что с ним сыграли его же картами. Он лишь смущенно улыбнулся, чувствуя, что пошел слишком далеко. Но самым поразительным было то, что в ответ на его шутку сам Владимир Путин, спустя несколько дней, сделал комментарий на одной из встреч с зарубежными политиками, сказав: «Как бы мы ни относились к символам, главное – это верность своему делу. Каждый решает, что для него важнее и что помогает ему оставаться человеком, несмотря ни на что». Эти слова, произнесенные сдержанно и без излишней помпы, стали не только ответом на критику, но и своеобразным уроком всем, кто пытался высмеивать публичных людей за их личные убеждения. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.